Пусть мое тело воспламенится и обратится бессмертной волей меча. Пусть моя корона звезд станет твоей. 说要杀了君临神血脉的人， 最后一份巨灵神之力也是我的了。 Сюжет последних серий становится все более захватывающим. Лун Хаочень успешно пробуждает вечного героя Яушана, получая третью звездную корону и блокируя силу бездны. Увидев очередное сокрушительное поражение клана демонов, Абао окончательно потерял рассудок. Он потребовал, чтобы звездный демонический бог устроил 5 смертельных схваток в звездных владениях. Привлекая товарищей Лун Хаоченя, Абао хотел сломить Лун Хаоченя, чтобы тот потерял дорогих ему людей. Звездный демонический бог предсказал смерть Цай-Эр. Бог звездного демона вновь изрек великое пророчество, указав, что погашение жизненной звезды одного из них не отменит их неминуемую смерть. Этой женщиной, должно быть, является главная героиня — Шен Цай-Эр. Поскольку цель сломить Лун Хаоченя, жертвоприношение Цай-Эр — единственный способ окончательно уничтожить его дух. Именно из-за пророчества звездного демонического бога Цай-Эр постепенно оказалась в невыгодном положении на поздних этапах битвы с демоном любви, получив серьезные ранения и будучи связанной. В противном случае с нынешней силой Цай-Эр не пришлось бы так упорно сражаться с богом 12-й колонны. Цай-Эр — избранница смерти и наследница Эликса. Ее битва с звездным демоническим богом, несомненно, станет ярким событием. В ранее выпущенном официальном трейлере Цай-Эр участвовала в 2 сражениях. Возможно, она расшифровала великое пророчество звездного демонического бога, и Абао, пренебрегая воинской этикой, заставил ее сразиться с 4-м столпом, богом-некромантом. Неужели она решила лишить Лун Хаоченя его возлюбленной? Конечно, исход не вызывает беспокойства. Цай-Эр, естественно, победит. В оригинальной истории последним противником Цай-Эр также был бог-некромант, битва богов смерти. Ван Юань-Юань, в свою очередь, сражается с богом 5-го столпа ада. Ее противник — никто иной, как адский бог-демон 5-го столпа Марбас, обладатель силы 5-го уровня 9-го ранга. Дедушка Ван Юань-Юань погиб от руки этого бога. Это еще одна битва мести, но разница в силе слишком велика. Когда Хань Юй сражался с медвежьим демоном-богом, он получил благословение божественного трона. У Ван Юань-Юань не было такой помощи, поэтому она была жестоко повержена. Марбас даже душит ее, лишив ее крови бога великанов. Зрители были очень обеспокоены, опасаясь поражения Ван Юань-Юань. Когда звездное поле смертельных дуэлей достигло апогея, на арену вышла она, Ван Юань-Юань, наследница рода гигантов, последняя носительница крови Великого Духа. Ее противник — 5-й магический столб, Марбас, демон из преисподней, убивший поколениями ее предков. Эта встреча была предрешена еще задолго до самого боя. На протяжении всей жизни Юань-Юань несла на плечах тяжесть фамильного долга. Ее прадед погиб в войне с демонами. Дед и отец пали от рук Марбаса. Ее сила, ее путь, все существование были посвящены одной цели — возмездию. После долгих лет изнуряющей культивации в Вечной башне Юань-Юань достигла 9-го ранга, 2-й ступени, и заняла пост главы храма воинов и заместителя лидера союза. Но даже этот уровень не мог сравниться с чудовищной мощью противника. Марбас был демоном 5-го ранга из 72, чья духовная сила превышала 500 тысяч единиц. Он управлял силами ада, а его тело было кузницей разрушения. Ван Юань-Юань вышла против него в одиночку, зная, что вероятность победы стремится к нулю.
Она вышла на арену звездного поля смертельной битвы, где судьба человечества решалась в последнем противостоянии света и тьмы. Ее врагом стал пятый столб из 72, адский бог Марбас, убийца ее семьи. Когда-то его сила уничтожила весь род гигантских духов, и теперь единственная наследница этой крови пришла взыскать долг крови. Ее бой был не просто поединком, это был зов поколений, воплощенный в одном человеке. После пробуждения вечного героя Еушаня и вознесения Лун Хаоченя до третьей звездной короны, барьер между людьми и демонами рухнул. Гигантская арена, смертельное поле звезд, поглотила всех членов Луч Рассвета. Цай-Эр, Линь Синя, Ван Юань-Юань, Сыма Сяня, Чэнь Ин-Эр, Ян Вэньчжао, Ли Синь и Лин-Эр. Теперь каждый должен был сражаться в одиночку. Больше не было возможности опереться на союзников. Правила арены требовали 1 против 1. Даже разрешалось дать демонам численное преимущество, превращая каждую битву в испытание воли. Марбас 9 ранга 5 уровня. Его власть распространялась на целый пласт ада. Каждое поколение гигантских духов он убивал лично, чтобы впитывать их силу. Теперь, увидев последнюю носительницу этой крови, он улыбался. Ее смерть должна была завершить цикл. Марбас был очень взволнован. Каждый раз, убивая кого-то с кровью бога духа гигантов, он извлекал их силу. Теперь у него, наконец, появилась возможность получить последнюю часть и получить всю силу бога. Когда начался бой, Ван Юань-Юань не отступила ни на шаг. Ее стиль был дик и прямолинеен. Удары шли один за другим, как раскаты грома. Каждое движение отзывалось кровью предков. Она раскрыла свой артефакт — щит Великого Духа. Марбас вызвал пламя ада, и когда он двинулся, земля под ногами расплавилась. Он не просто атаковал, он подавлял самой природой своей силы. Его знаменитая техника «распад демонического тела» позволяла на мгновение увеличивать мощь до предела. С каждым ударом ее щит трещал, с каждым толчком ее тело оседало глубже в пыль арены. Она сражалась, пока не начала терять сознание. Когда жизнь угасала, в ее сознании вспыхнули образы погибших. Отец, дед, те, кто пал от рук Марбаса. Она вдруг поняла истинную природу силы гигантского духа. Это была не просто броня и не просто кровь. Это было единство души и решимости. Сломанный щит растворился, возвращаясь в ее тело. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.